Всем привет! Меня зовут Ксюша, и сегодня мы поговорим о моде. А точнее, вместе с моим помощником Авокадо мы разберем и посмотрим, какие вязаные изделия будут классно адаптироваться под модные тенденции именно этого года. И что вообще, в принципе, в этом году будет классно связать. Сразу обозначу, я не профессионал, не модный эксперт и не стилист. Я просто люблю смотреть ролики об этом, нравится листать Pinterest, и вообще, в принципе, когда я решаю что-либо связать, я обязательно смотрю на то, как это будет сочетаться с моим гардеробом, будет ли вообще сочетаться с моим гардеробом и что интересного может быть в моей вязаной одежде. Если вы еще не вяжете, я надеюсь, это видео вас вдохновит начать новое хобби. А если уже вяжете крючком или спицами, надеюсь, вы найдете здесь идеи для будущих своих проектов. Ну что, поехали! И первый тренд, который я выделила из разных видео, это тренд на прозрачность, скажем так. В принципе, уже с 23 года этот тренд плавно перетек в этот. Очень много отмечают различных кофты, платья именно в сетку. Особенно очень популярны, знаете, вот эти из Шейна, из Зары, Бершки. Такие сетчатые, очень прозрачные водолазки. Так вот, что можно связать, адаптируя под этот тренд? Сюда будет очень актуальна именно сетка из тонкой пряжи, например, хлопка. Это кроп-топы различные, как, например, на мне сегодня. Также различные водолазки, может быть, даже сетчатые рубашки. Кстати говоря, будет актуально не только именно кроп-топ, но я думаю, что и платья снова будут в моде. Но скорее это сезонная одежда, она будет больше актуальна весной и летом. Я, кстати, для себя выделила, что можно также не только кроп-топы вязать или рубашки из тонкой пряжи, но и использовать трикотажную пряжу и создавать более объемные изделия. То есть они будут более фактурными, и это просто смотрится вообще очень круто. Поэтому в этом году тоже будет это актуально. Второй тренд, о котором немало говорили, это офисный стиль. Кто-то называл его corp-core. И здесь именно говорили про тенденцию пиджаков с широкими, обязательно какими-то острыми плечами, брюками. И мне здесь понравилось, что в целом ты не свяжешь пиджак, но офисный стиль очень классно и интересно можно разнообразить такими изделиями, как яркими необычными жилетами. Особенно мне нравится вот этот красный жилет. И можно также здесь разнообразить такими накидками. Причем накидки можно вязать разной формы. То есть где-то сделать просто прямым кроем, где-то можно по диагонали немножечко, да, это все свести, делать с убавками. Я также здесь добавила примеры именно сшитые, как, например, вот с этим воланом. Но я вам хочу сказать, что это просто меня вдохновляет на то, чтобы такое связать, потому что здесь ничего, в принципе, сложного нет. И воланы, кстати, будут тоже трендом, мы о них поговорим попозже. Кстати, здесь хочу сразу обозначить, что есть и аксессуары, которые тоже будут модными в этом году. Различные стилисты подмечают, что как раз такие аксессуары, как галстуки, широкие ремни, они будут тоже популярны. Хотя сам по себе галстук вязаный мне не очень нравится, потому что выглядят они для меня немножечко странно. Но вот такие завязки, как шарф, который ты можешь просто завязать на бантик, очень интересно смотрятся с рубашками. Есть также, особенно актуально будет на весну, я думаю, и на осень потом. Это такие небольшие шарфы, которые можно завязать тоже как бант. И они классно смотрятся просто как даже с футболкой, на мой взгляд, и также классно они адаптируются под офисный именно стиль, особенно если вы, например, в классике, да, белая рубашка, черный низ, то очень круто будет смотреться какой-то яркий вот этот шарф. Также почти в каждом видео отмечали тенденцию на такой аксессуар, как чокер. И я не могла пройти мимо этого, скажем так, сообщения от всех стилистов. Сам чокер по себе это интересное стилистическое решение, мне кажется. И в 2023 году это уже было популярно. Я нашла несколько очень красивых вариантов, только посмотрите, такие ажурные. Мне кажется, они связаны крючком, да не кажется, а точно. Особенно посмотрите, как классно выглядит, когда к вязаному чокеру добавляют, например, бисер, здесь камни или атласную ленту. Выглядит это просто невероятно красиво.
Здесь есть также более морской, скажем так, вариант, вот с такими ракушечками. И, конечно же, я не могла пройти мимо чокеров в виде цветка. Это просто... В прошлом году это было очень популярно, в этом году это продолжает быть актуальным. У меня тоже несколько цветов связанных есть, поэтому, девочки, вяжем. Особенно классно, что такие чокеры можно использовать как украшение не только на шею, но и украшение как браслет. Я вижу также аксессуары на кольца, то есть в виде цветка вяжут кольца. Можно это использовать как пояс, универсальный аксессуар. Ну что, едем дальше. И следующее, что бы мне здесь хотелось выделить, это, знаете, стиль, тренд на все винтажное. Говорят, что модно будет все, что связали наши бабушки, что можно найти в секондах. В 23-м году, под конец, да, все начали вязать чепчики без ума, в огромном количестве. Я нашла комментарий к какому-то видео о том, что моя бабушка или мы такое вязали в 70-х. И я подумала, что на самом деле сейчас как раз-таки, наверное, все с этого периода и будет популярным, таким трендовым, интересно смотрящимся. В принципе, даже загуглите стиль 70-х, там такие яркие цвета, бабушкин квадрат почти везде. И эти изделия будут популярны. Если вам не нравится супер яркое, вы можете, например, связать жилет. Я думаю, что это одно из таких вещей, которое классно будет адаптироваться под этот стиль. Из таких нейтральных цветов, например, коричневый, такой светло-розовый. Брать не такие, может быть, вырви глаз оттенки. Также классно будет смешивать различные цвета в одном изделии. Мне очень нравятся какие-то такие темные, теплые цвета вот в жилетках. Это интересное сочетание, особенно это можно будет носить как летом, используя бабушкин квадрат, так и просто миксовать цвета, чтобы себе, например, связать теплый свитер. Следующее, что в эту же тему примерно с винтажным стилем, это мода на апсайклинг и, например, такая техника, как пэтчворк. Мне здесь нравится именно в формате пэтчворк и апсайклинга именно то, что форма, из которой делают изделия, она не повторяется. Объясню. Мне нравится, когда, например, в одном изделии очень много квадратов, прямоугольников, и все они разного размера. Особенно, если ты умеешь сочетать цвета, в этом может помочь цветовой круг. Получается просто невероятные изделия, модные, особенно если ты добавляешь какие-то очень интересные соединения швов, либо ярким одним цветом, либо как-то, не знаю, добавляешь какие-то, может быть, даже рюши. Во-первых, это выглядит все очень экологично, скажем так, потому что ты не покупаешь пряжу, чтобы связать новое изделие, ты пытаешься связать из того, что у тебя уже есть. А во-вторых, это сейчас достаточно модно, тебе это поможет выделиться, быть не таким, как все. Твое вязаное изделие, оно не имеет никакого повтора. Одна вещь у тебя такая, и больше ни у кого ее нет. Классно? И еще одним, наверное, последним в моей подборке, это тенденция на рюши и воланы. Говорят, что это будет популярным. Сами по себе воланы это уже такое более что-то женственное, да? Но в примерах я находила различные варианты. Во-первых, как к теплым изделиям, то есть прямо из шерсти, вот такая толстая пряжа. И тут может быть женственно-креативное, можно ли так сказать. Также классно будет сочетаться это все в легких, воздушных, но при этом где-то иногда теплых видах пряжи, например, как мохер. Легкие такие свитера с воланами очень классно будут выглядеть весной, когда уже можно снять все куртки, плащи и ходить в таком воздушном свитере. Причем очень нравится, когда я нахожу вариант именно с жилетом. Жилеты, и здесь, может быть, они даже тут на завязках, а здесь вот такие идут воланы. Это очень красиво. Можно делать из этого различные цвета, опять же, миксовать. И также в последнее время я на просторах интернета и Пинтереста в том числе очень часто стала замечать
такие свитера с огромными цветами, и я бы не сказала, что это вышивка. Это как будто бы навязанные цвета, потом, естественно, сшитые с основанием самой кофты, и это выглядит настолько вау, потому что у тебя какой-то, даже если это обычного цвета свитер, он однотонный, но у тебя есть яркое пятно в виде такого большого цветка, что не может, естественно, не привлекать к себе внимание. Мне кажется, на осень будет очень круто такое связать, попробовать. Опять же, это даже интересно, в принципе, попробовать такую вышивку, в том числе на таких больших свитерах. Вот такие примеры вязаных изделий на основе высказываний модных экспертов я вам подобрала. Напишите в комментариях, что вам понравилось и вообще, в принципе, как вам сама идея таких подборок вязаных изделий. Мне будет очень приятно почитать и интересно, что вы хотите связать. Может быть, уже какие-то вещи у вас уже связаны, и они отлично подходят под эти тренды в 2024 году. Оставляйте свою обратную связь в комментариях, я обязательно все почитаю, и до новых встреч. Пока-пока!